Я безумно благодарен за свою жизнь. Порой мне все еще не верится, что я один в другой стране. Это действительно моя жизнь. Я действительно беру и проживаю все это. И это не сон, это моя жизнь. Как же все в нашей жизни взаимосвязано. Я прекрасно понимаю, какие решения, какие события в жизни меня привели к этому решению. Буквально одно событие из прошлого, если его убрать, могло бы кардинально поменять мое настоящее. Меня в конце концов могло бы и не быть здесь, во Вьетнаме. Я бы мог остаться дома, рядом с семьей, с друзьями, в зоне комфорта. Честно, я не верю. Я не верю в это. Для меня это какой-то сон. Я каждый день просыпаюсь, выражаю огромную благодарность миру, Богу за все то, что я проживаю, что я прохожу. И на самом деле у меня не так много свободного времени, я не так часто гуляю и путешествую. Большую часть своего времени я отдаю на работу, саморазвитие, но я действительно от этого наслаждаюсь. Мне нравится пробовать себя, мне нравится потреблять новую информацию, не менее нравится брать и использовать ее сразу же, не откладывать, не просто-напросто смотреть полезный контент и потом бросать все это в мусорку, грубо говоря, засоряя память в своей голове. Нет, ни в коем случае. Я стараюсь применять абсолютно всю информацию. Мне 18 лет, я один, я в другой стране. И я не горжусь этим. Я просто-напросто сравниваю себя с прошлой версией себя. С тем, кто работал, учился, все это делал, но после одного принятого решения вся моя жизнь кардинально поменялась. Ведь наконец-то я погружен в то, что мне действительно нравится, в то, что действительно приносит мне плоды. Это не школа, это не ЕГЭ, где ты готовишься просто потому что надо и ищешь какие-то преимущества. Нет. Мне не приходится искать плюсы, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. Я вижу в этом смысл. Я получаю от этого огромное удовольствие. Даже при том, что у меня нет больших, громких результатов. Но будем честны, я и не хочу их. Я просто-напросто хочу жить, пробовать, искать себя, а результаты уже сами придут. И вот у меня есть доход, я живу один, обеспечиваю себя сам, уже могу радовать своих близких, уже планирую всех привести к себе, либо отправиться к своим близким. И это все реально, я не верю в это. Я не верю, для меня это просто потрясение. Я знал, что я обладаю знаниями, мышлением, но поверьте, только тогда, когда у тебя появляется стопроцентное свободное время на реализацию всего этого, только тогда ты начинаешь реально понимать, насколько же все круто. И дело не в деньгах, дело просто-напросто в процессе, от которого ты наслаждаешься, не можешь успокоиться. То самое чувство, когда ты не хочешь ложиться спать, потому что у тебя столько дел, у тебя столько всего, что ты хочешь попробовать, и тебе не хочется спать, но ты идешь и ложишься вовремя в 22-23:00 и встаешь в свое любимое 6:00. Да, это мой режим, и он мне безумно нравится. Возможно, именно от него все и идет. Также не забываем о том, что правильное питание, здоровый образ жизни, все это, возможно, дает вот ту самую энергию, которой у большинства нет. Я не потребляю дешевый контент, я не листаю ленту, я просто-напросто сам все это создаю. Я не смотрю фильмы или сериалы, потому что, как по мне, моя жизнь является самым интересным фильмом и сериалом, который только может быть. Особенно сейчас, когда наступил такой интересный, такой переворотный сезон в моей жизни. И как же я это ценю, как я благодарен. Большое за все это спасибо. Ежедневно проговариваю я. И знаете, это самое лучшее ощущение, когда ты знаешь, чем ты хочешь заниматься, когда у тебя уже есть какие-то результаты, когда ты видишь свои маленькие шаги, которые постепенно так или иначе приводят к тебя к каким-либо результатам. И абсолютно неважно, это финансовые результаты или же просто эмоциональные. Меня переполняют силы, переполняет энергия, и я стараюсь направлять ее куда-то, в создание контента, в работу, в поиски себя. Но порой я понимаю, что я хочу абсолютно все. Я хочу попробовать себя в одной профессии, в другой, я хочу пожить в одной стране, в другой. И нет рамок никаких совершенно. Особенно тогда, когда ты действуешь и когда у тебя реально появляется возможность все это пробовать и реализовывать. И как же сложно определиться. Но я держу в голове, что есть люди, которые не могут найти себя. Кто-то полжизни не может понять, к чему лежит у него душа. У меня же это получилось еще с раннего детства. Но у меня есть немного другая проблема. Я не могу определиться. Я не могу. Из-за того, что я такой многогранный, я хочу
пробовать абсолютно все, разные форматы видео, разные каналы на разных языках. И я не знаю, как с этим бороться, но я и не пытаюсь. Просто-напросто, когда у меня появляется свободное время, вот это вот желание делать большее меня просто-напросто убивает. Оно меня ломает изнутри. Самое интересное, что порой даже близкие люди будут просто ошарашены, понимая и осознавая, через что я прохожу. И многие из них до сих пор ведь не знают, они не видят все это. Даже несмотря на то, что я рассказываю, делюсь этим даже в соцсетях, никто из людей не поймет мои чувства, мои эмоции, которые я проживаю. Они безумно сильные, я безумно благодарен, я безумно рад всему этому и не верю, правда, то, что это моя жизнь. Останавливаться, конечно же, я не собираюсь, я лишь делюсь мыслями, которые у меня накопились в голове. И наоборот, я хочу большего, я понимаю, что нет потолка, нет границ, и всегда всем об этом говорю, и сам применяю это. Именно поэтому я сейчас, наверное, не лежу где-то на море, а сижу у себя дома и создаю это видео, потому что я понимаю, что мне это нравится, и я знаю, что можно прийти к еще большим результатам, которые есть. Когда ты начинаешь крутиться, когда ты начинаешь просто-напросто сиять в темноте, к тебе подтягиваются интересные люди, талантливые, с похожим мышлением, с похожими мировоззрениями. И это безумно заряжает тебя еще сильнее к тому, чтобы работать, двигаться, стремиться к чему-либо. И знаете, многие пишут, что восхищаются мной, смотрят на меня как на какой-либо пример. Но, друзья, знаете, что я точно так же смотрю на кого-то и восхищаюсь, заряжаюсь их энергией. Я хочу вам лишь сказать одно, что каждый из вас способен на что-то большее. Каждый из вас способен жить такую жизнь, которую хочет. Вам нужно просто-напросто взять и начать. Начать менять свою жизнь, начать реализовывать все те планы, что вы так долго, возможно, обдумываете, либо переносите. Просто осознайте, что наша жизнь не будет вечной, и времени у вас далеко немного. Посмотрите, как время летит, сколько вам уже лет. Мне уже целых 18 лет, и к этому времени у меня были какие-то представления, ожидания. Да, я, наверное, не реализовал всего того, что я хотел, но на самом деле за последние несколько месяцев я просто-напросто перевернул вообще всю свою жизнь и не ожидал, что буду заниматься всем тем, чем я занимаюсь, что я смогу позволить себе проходить обучение, что я смогу просто-напросто вести свои соцсети, наслаждаться жизнью, работой и в целом всем тем, что происходит у меня каждый день. Я безмерно благодарен жизни, безмерно благодарен своей семье, родителям, Богу, всему миру за все то, что происходит у меня в жизни. Да просто-напросто за мою жизнь спасибо, за то, что она мне дана, ведь это такой дар. Счастье — это просто-напросто быть живым, потому что пока мы живы, все действительно прекрасно. А пока мы живы, у нас будут и сомнения, и какие-то страхи. Просто-напросто нужно научиться бороться с ними. Даже не то чтобы бороться, а скорее просто принять тот факт, что они всегда будут. Если они есть, это показатель того, что мы живые. Либо их нет только у того, кто мертв. Поэтому, друзья, проходите через все, вы сможете. Нет каких-то препятствий в нашей жизни, которые человек не способен пройти. И одна из самых важных вещей, друзья, никаких ожиданий не стройте, абсолютно никаких. Будьте всегда готовыми к худшему, но делайте все и верьте в лучшее. Именно с таким подходом я двигаюсь, и ни разу меня это не подводило, ни разу. Все то, что ко мне пришло, оно приходило именно в те моменты, когда я убирал какие-либо ожидания, какие-либо высокие свои мечты. Я просто-напросто ожидал, готовился к худшему, но я делал все для того, чтобы этого худшего не было. И я продолжаю так жить, продолжаю так делать. Это делается не из-за страха, а просто-напросто для того, чтобы не придавать больших значений, больших ожиданий каким-то вещам, которые явно того не стоят. И сфокусируйтесь на себе, на своей жизни, на своей семье. Думайте в первую очередь о них, не о каких-то там людях, которые, возможно, вас бросят и так далее. Помните одну мысль, что мы приходим в эту жизнь одни и уходим мы также из нее одни. Именно поэтому, если вас кто-то предает, бросает, отпустите. Примите это как данное. Скажите спасибо, потому что все знакомства, все друзья, все то, что происходит с нами в прошлом или в настоящем,
очень сильно влияет на наше будущее. Цените это, поймите, осознайте это. Люди приходят и уходят, и это нормально. Точно так же, как и смерть. Смерть — это абсолютно нормальный процесс. Почему мы все любим рождение, но так негативно относимся ко смерти?